Итак, мальчики, девочки, всех приветствую на своем канале Амадея Таро. С вами Вероника. Сегодня планировался очень серьезный расклад на такую тему, как сработали ваши обратки. Но Таро показывает более положительную сторону ваших действий. Кстати, о птичках. Свечушку не зажгла. Так, смотрите. Определяйтесь с вашим вариантом. Первый голубой, второй белый и третий зеленый камушки. И что у нас по Таро идет сегодня? Вы сбросили какой-то камень по ритуалике своей в этот Самайн на полнолуние. Кто смотрит расклад не в Самайн, ближайшее полнолуние смотрите, которое прошло. И ваши ритуалы. Если же вообще не привязывались к Луне, к колесу года, тогда, в общем, как попали на этот расклад, значит, это время ваше, значит, расклад для вас. Смотрите, какой-то камень у вас такой, знаете, висел на шее, который вы долго не могли сбросить. Но вы теперь выходите из ситуации повешенного, где у вас, возможно, многие ваши дела, планы были в подвешенном состоянии, где вы вообще были в подвешенном состоянии. И вы идете к стабильности, к своей. Понемножечку, по чуть-чуть, но каждый день вы движетесь к своей цели. Здесь еще такой момент, что вы очень хорошо прочистили свою сердечную чакру, то есть вы избавились от привязок. Кто-то от приворотов, от воротов, всякой негативной такой программы, которая была связана с воздействием именно на ваше сердце. Здесь кто огнем работал, с богами на местах силы, у вас вообще все замечательно, потому что вы знаете, как открыли свою душу этому миру. То есть вы больше не находитесь в состоянии повешенного. Вы знаете, более открыты, более счастливы, что ли, стали. По оракулу теней я вижу, что последняя ритуалика вам пошла не просто на пользу, она вам принесла огромную радость. Вы вот знаете, вот счистили себя, да, уже прошло несколько дней после Самайна, и вы прям ощущаете, что вам не просто легче, а вот как будто бы с вас целый товарняк убрали энергетически. То есть здесь программы, которые длились очень много лет, они на вас сидели, работали, либо же кто-то снимал застаревшее все. Уверенность вы свою приобрели. Угу. Очищение было. И очень даже таки серьезное очищение. Ну и по Таро веретника ваши недоброжелатели вообще получают приговор нищетой, если вкратце. Да, за то, что считали себя выше многих, не только выше вас. То есть получать будут по своим заслугам. То есть как бы хочу смотреть, как сработал ритуал именно с обраткой у вас. Ваша обратка. Как она прошла, как она ляжет для вашего недоброжелателя. Почему? Потому что есть такие ритуалы. Ну, допустим, давайте скажем, есть чистка с обраткой, да? А есть ритуал по суду. А есть ритуал, который именно отправляет обраты. То есть он не просто вас, естественно, нужно себя почистить до этого момента, а потом отправлять очень мощнейший обрат.
И вот кто понимает, о чем я говорю, вот тематика сегодняшнего расклада планировалась у меня в этом формате, но я вижу, что здесь больше показывает то, что вы стали счастливым человеком. Это, в принципе, плюс. Такой, знаете, дополнение к сегодняшней тематике, я считаю, очень даже неплохое. Так, ну что, ребят, я думаю, вы уже определились. Каждый со своим вариантом. Я буду переходить к первому. Надеюсь, сегодня я уже не спутаю зеленый с голубым, как это обычно у меня бывает при третьем варианте. Оставляю вот здесь его. Итак, первый вариант. Смотрим, как прошел ваш ритуал на обрат вашим недоброжелателям. Ритуал этот делали уже люди, которые на определенном уровне в магии как бы находятся, да? Давайте, знаете, что я еще посмотрю? Раз так сегодня карты легли при подготовке, давайте я еще посмотрю, как для вас сработал ваш ритуал. Последствия для недоброжелателей это понятно. Ну и посмотрим, как для вас это прошло. Так, первый вариант. Как ритуал по обрату прошел для вас? Новые идеи, что касаемо построения вашего бизнеса, вашего дела. Отлично просто. У вас будет много новых идей, нововведений. Если уже у вас есть свое дело, свои какие-то планы на работу на себя, либо же в работе там, где вы находитесь, у вас новые идеи. Новые такие, знаете, я бы сказала, энергетические вспышки, которые дают вам и потенциал, и идеи. И еще знаете, как продвигают вас вперед. То есть энергия, которая толкает вас на действие. То есть это не просто ваши планы, это и действия. Но здесь вы будете рьяно их отстаивать. То есть больше вы свой денежный канал, свои финансовые потоки как бы никому не собираетесь сливать. Тут вы их отстояли. Еще здесь вы новости получите. Возможно, кого-то повысят, кому-то какие-то премии будут выдавать. В общем, какие-то плюхи вы от пространства получать будете. Да, здесь дело, которое... Дело всей вашей мечты, понимаете? Здесь вы с любовью относитесь к тому, чем вы занимаетесь. И у вас очень много идей, и вы за счет вот этого ритуала вы быстро сейчас начнете двигаться в сторону своей мечты. Знаете, что единственное? Долго не выбирайте, то есть прислушивайтесь к своему сердцу, а не к разуму. Если где-то что-то нужно будет выбирать, доверяйте, но проверяйте людям, если кто будет предлагать сотрудничество. Но помимо этого, отключайте разум. Первое, вот, допустим, кто-то вам что-то предлагает, да, и первое, о чем вы подумаете, это и будет верное решение. То есть дальше работает разум, сразу идет глаз сердца.
Где-то вы еще здесь, знаете, как топчетесь на месте, думаете, а надо, не надо, вот, а стоит, не стоит, какие-то страхи, переживания. Так вот, знаете, стоит, надо, и ускоряться вам пора. Планов куча, идей куча, воплощайте их. Вы сейчас можете заложить очень неплохой фундамент для своего обеспеченного будущего. И за счет того, что вы будете вкладываться в дело всем своим сердцем, в дело своей мечты, вы тем самым будете поднимать себя по вибрациям. Здесь карты очень даже положительные. Это как для вас прошел ритуал. Итак, первый вариант. Смотрим теперь, как ваши обраты прошли недоброжелателям, что их теперь ожидает. Вообще, как они прошли, да, для тех, кто очень рьяно трудился на негатив в вашу сторону. И неважно, сколько их, 5, 10, 15 человек, давно забытые или вновь пришедшие люди, которые вам негативили, что ждет их. Первый вариант. Здесь выпадает как бы мужчина, понимаете, с чувствами к вам. Он, получается, крал ваши знания, ваши способности, ваши ресурсы, по менталу работал. И сейчас ему поступит определенное предложение, которое полностью трансформирует его. Что-то произойдет, понимаете, он как бы не обратит на это внимания, не придаст должное значение, да? И через это предложение, понимаете, он будет трансформироваться, но это по справедливости. Он попадает в состояние повешенного, то есть все его дела останавливаются. Если делал попытки движения к вам, то есть, опять же таки, воздействовал на вашу психику, дабы вы думали то, что ему хочется, чтобы вы думали, как-то там к нему были расположены более благоприятно, это также будет в подвешенном состоянии. Понимаете, здесь вот сумбур. Во-первых, у этого мужчины, кроме того, что он думает о вас, есть еще женщины. 2, как минимум. Одна постоянно, одна такое что-то. Похаживает. В общем, 2 еще женщины, которые на него влияют. Здесь, понимаете, нисколько показывают, что его ждет. Здесь чувство к вам, понимаете? Здесь чувство к вам за счет того, что он сделал в прошлом. Но он на вас влиял магически. Тут справедливость будет по высшему суду идти, то есть по карме свыше, да. Но справедливость будет через темных. То есть, вы поняли меня. Те, к кому, видимо, он обращался, те к нему и придут восстанавливать эту справедливость. Здесь еще такой момент, что человек очень будет... Короче, здесь не если он воздействовал на вашу сердечную чакру, то есть привороты, отвороты.
присоска на ваши ресурсы, то это все ему... Понимаете, он сделал это, и получается сделал на себя. У него очень много искаженной информации по менталу к нему приходит. У него какие-то, знаете, вот, ну, бред сивой кобылы идет просто. У человека мысли какие-то о каком-то завещании, он какое-то как наследие еще хочет оставить после себя. Короче, здесь человек, который в голове держит у себя идею, что он какой-то великий. Понимаете, тут вообще, ну... Что он получит? Знаете... Я бы сказала, что у этого человека, ну, крыша потекла. Вот что он получает после вашего брата. Что такое человек с потекшей крышей? Это ничего хорошего. Идеи там будут, ну, просто феноменально поражать общество. У него куча планов на будущее, но он не хочет в них вкладываться, понимаете? Он... Здесь человек хочет, чтобы все пришло само собой, а ему не пришлось бы, знаете, лишний раз напрягаться. И ему, возможно, есть где-то выход, но он... не видит его. Не видит и не хочет вкладываться ни во что, даже для самого себя. Здесь человек будет погружен полностью в свои чувства, в свои думы. Вот, понимаете, он... Вот у него мысли скачут, просто скачут как вши. Это говорит только о том, что, ну, у человека не все в порядке с головой. Смотрим на оракуле теперь теней, дополнение. Что будет вашему недоброжелателю после вашего брата, кроме умалишенности? Угу. Смотрите, здесь уверенность у него пропадет, с него слетят защиты, он какие-то... В общем, этот человек на вас магию делал, это однозначно, и какие-то защиты выставлял, его защиты слетели в Самайн полностью. Причем, ну, теперь он либо к вам приворожен, либо его кто-то другой приворожит, и будет отработка запущена у него таким образом. В депрессии будет. Я же говорю, здесь помешательство на фоне того, что он влюблен, понимаете? Но вместо того, чтобы как-то себя менять, здесь, скорее всего, что к вам. К вам чувство вины у него, понимаете? Он чувствует себя виноватым. Из-за этого очень сильная депрессуха у товарища идет. Но еще такой момент, что, понимаете, здесь вместо того, чтобы действовать... Человек, возможно, будет продолжать дальше что-то предпринимать в том же направлении в магии, то есть воздействовать на вашу волю, да, с помощью магии, там, мороки наводить и тому подобное. И получается, что на вас оно срабатывать не будет. И сразу же, вот понимаете, он как будто вот делает магию на вас, а она ложится на него. И еще такой момент. Защиты он ездил, кому-то ставил себе. Да, кому-то обращался, к какому-то знахарю. Причем хотел, чтобы еще ему дороги открылись, богатство было. Ага.
И здесь он будет становиться жертвой. Причем, знаете, ну, башлянул неплохо по деньгам за это все. У него здесь финансовый канал полностью проваливается. И он становится в состоянии жертвы. Будут ситуации и события складываться таким образом, что он будет терять свою уверенность в обществе. Везде будут конфликты у него. И вся его магия обнулится. Но тут, знаете, тут еще долгоиграющая история. Это только начало. Это только начало. Да, вы вымели все его воздействие на себя. Понимаете, он не только вам сделал плохо, и... Ну, там помешательство. У человека идет помешательство. Как минимум раздвоение личности, как максимум он одержим просто... Вот одержимый идеей того, что он какой-то великий человек в этом мире, понимаете? Какой-то он могуществом обладает. Сам в мороках, в иллюзиях. Ну что такое, серьезный брат, в общем, живите дальше, там уже его проблемы, как он будет это отрабатывать. Ну там же скач начнется, и буквально это только... Вот тяжелые энергии, и это же только начало, будем там еще мониторить. Так, что еще ждет вашего недоброжелателя? Первая же карта — расплата. Расплата за то, что он что-то там в магии, бедолага, изучал и практиковался на вас. Угу. Или его кто-то обучал этой магии. Да, может, в интернете даже элементарно читал. В общем, учился, дабы себе помочь с помощью магических манипуляций и привлечь то, что он там хотел. Смотрите, через госструктуры идет расплата, то есть милиция, полиция, там кто у нас еще. Да, может, даже заболеет, в больницу попадет, тоже может быть такое. В общем... Много людей, очень много людей захотят ему в один момент просто прижать. Еще этот человек в прошлом был тоже приворожен. За счет вот этой ситуации, в которой он испытает очень колоссальный стресс, с него вот этот приворот слетит. Вот эта вся вот напускная фигня на его голову слетит. По деньгам у человека полный провал. То есть, если хотите, ну, это не просто безденежье, это нищета. И он остается узником этой ситуации. Такое впечатление, что, знаете, вот у человека нет возможности заработать. Предавать его будут. Причем все вокруг будут его предавать. Такие же, как он, будут попадаться лжецы, которые считают себя просто богами в физическом теле. Угу. Причем это такое впечатление, что люди, на которых он работает, либо с которыми он работает, они выше его по статусу. Так что вот такая вот ситуация будет с вашим недоброжелателем после вашего брата. Он сталкивается с такими же помойками, как и он сам.
За его магию против вас. Болеть будет. Вот эта зависимость, понимаете? Он сам себя съедает. Вместо того, чтобы решить кармические вопросы с вами, этот человек сидит и бездействует. Понимаете? Из принципа я не буду ничего делать, потому что, мол, не королевское это дело. Разруливать и убирать за собой, где насрано было. За счет этого идет помешательство. На физике пробои, то есть физические болезни будут обязательно у него. Причем там, знаете, очень долгоиграющие болезни. Параллельно с этим помешательство в голове, зацикленность, особенно на вас, если это ваша бывшая. И здесь еще человек будет обременен чужими проблемами. То есть помимо всей вот этой вот замечательной композиции, да, в его жизни, на него еще проблемы кто-то накинет. То есть его эти проблемы, как знаете, будут отвлекать от его же проблем. То есть ему нужно решить внутри себя вопросы, конфликты, да, свою карму как-то, ну, хоть куда-нибудь направить, а не по течению, там, как кусок, извините меня, говна плыть. А человек здесь этого не делает из принципа, понимаете, мол, или пройдет, или авось вынесет, а ни хрена не вынесет. Тут у него разочарования будут. Он такие грандиозные планы строил, что он с помощью магии добьется всего и почета, и званий, что у него защита великолепная, понимаете, и дары судьбы ему прям в рученьки потекут, побегут. Сломление воли человека ждет. И знаете, в чем прикол здесь идет? Угу. Ну, во-первых, вы здесь неплохо поработали. Во-вторых, его накажут его же предки. От него отворачиваются его род за его колдовство. Здесь одна из тех ситуаций, когда человек совершил одно из непоправимых вообще деяний, когда идет магия на свою же кровь. Ну, плюс вы работали, возможно, вы об этом просили, возможно, еще какую-то ритуалику проводили, но здесь за счет того, что вы себя отстаивали, его род от него отворачивается полностью. Причем это решение родом уже принято. Угу. Смотрите, с помощью вашего ритуала определенные силы отправили, так сказать, письмецо к роду вашего недоброжелателя о том, что он сделал с вашим сердцем, с вашими чувствами. И род сказал, что, бля, нам это не надо. Нас эта карма не устраивает. Отворачиваемся от него, пусть побарахтается сам, авось чего-то да поймет в этой жизни. Он власти хотел за счет магии. Мороки насылал, и не только на вас, кстати. То есть, если в достижении, допустим, то есть в бизнесе со своими партнерами то же самое проделывал. Хотел, чтобы люди, как знаете, были к нему расположены хорошо, и при этом сами хотели ему деньги относить. Вот так вот. Да, а он бы такой был, ну, царь горы. Через кладбище, через неупокоенных работал, подселенцев кидал на людей, ждал в себе новой жизни.
А ваш брат полностью этот путь его, собственно говоря, да и поломал. Ну, как-то вот такой вот первый вариант, я считаю, неплохой обрат пошел. Но это только начало, я еще раз скажу, здесь у человека только начинается все, потому что здесь по Таро Светлого Провидца было четко видно, что у человека в голове каша. Просто на самом деле, ну, помойное ведро какое-то. И, в общем, знаете, такое впечатление, вот, ну, что значит рот отвернулся? Это означает, что вот та вся белиберда, которую он творил, вот, она подсобралась в кучку и одним таким комом здоровым просто на него лягло. Возможно, он не единожды в свое время именно вот эти оморочки делал и вам, и опять же таки не только вам. И это все сейчас, вот ваш ритуал, это все собрал воедино и накинул на него этот замечательный плащ. Так что вот так вот первый вариант. Слушайте, а у вас вот отличная финансовая новость будет. Да. Ой, у него там жесть просто. У него просто жесть. У человека и авария может произойти с ним. Он куда-то гонится за какими-то миражами. И знаете, вот такое впечатление, что вот он набрал разгон, набрал обороты. И сейчас кто-то с заднего сидения резко дернет за ручник в его жизни. Ну, сами предполагаете, да, что может произойти в этой ситуации. Так что, ну, пусть дерзает. Правильно? Правильно. Так, первый вариант. Благодарю вас за просмотр. Оставляйте свои лайки, дизлайки, комментарии. Как у вас проигрывается эта ситуация. Желаю вам добра этого мира. И знаете, здесь еще такой момент по вам хочу добавить, что вот вы послушаете этот расклад, знаете, чисто из праздного любопытства. Вы не, ну как, ага, вот так сработало, ну и хорошо. Вы прекрасно знаете, что обряд сработал, что ритуал ваш сработал. Вы это прочувствовали, как только вы его сделали. Потому что там, ну это необычный ритуал, скажем так. Обряд нормальный выпустили, знаете, такой вот тяжелый, жесткий, но очень тонко внедренный в его поле вашего недоброжелателя. Красиво. Итак, а мы будем переходить ко второму варианту. Белые камушки, приветствую вас. Сегодня смотрим, как для вас сработал ритуал с обратом, вашим недоброжелателям. Кто делал чистки с обратками, это то же самое. Ну, не то же самое, скажем так, но туда же можно закинуть. Как для вас это все сработало и как сработало для вашего недоброжелателя. Итак, для вас, звезда, ну, все ваши пути, дороги открыты. Где-то еще в чем-то вы сомневаетесь, решили взять тайм-аут, время на подумать. Ох, как интересно, для вас сработало-то. Ну
Ну, смотрите, господа товарищи, кто выбрал второй вариант. А кому вы тут обраты слали, я не могу понять. У вас были великие планы по поводу того, как получить деньги. Тяжело шли к этому. Планов очень много строили. Ох. Смотрите, как для вас сработал брат. Вы вообще уверены в том, что тот человек, на кого вы думаете, виноват в всех ваших бедах? Как здесь сработало? У вас перемена настроения, у вас какие-то непонятные мысли, простраивание кучи планов, но в итоге вы остаетесь у разбитого корыта, вы в отчаянии, вы где-то начинаете прибухивать, извините меня. Вы не понимаете, что происходит. У вас меняются потоки. Вы как будто вот черпали энергию от своих чувств, да, от эмоций, а их не стало. Они как атрофировались, и вы теперь 8 мечей. Так. Хорошо, давайте посмотрим, как сработал обрат для ваших недоброжелателей. Вы к своей мечте шли через силу. Причем это были лишь ваши иллюзии и ваши представления. Здесь второй вариант. Сейчас, наверное, будет этот, я, извините, буду выписывать трандулей. Здесь я вижу, что пришли те, которых я называю недоброжелателями на второй вариант. И смотрят как их, понимаете, вот как будто недоброжелатель пришел и смотрит. А как же его обрат сработал против, адекватных людей? Ну, сейчас я посмотрю, как для вашего недоброжелателя сработал ритуал ваш на обрат. И тогда уже сделаю выводы. Как сработал ваш ритуал для вашего недоброжелателя, как вы считаете? Второй вариант. Вы под мороками.
Вы не совсем верно видите информацию. Вы под серьезными мороками. Как сработал для вашего недоброжелателя, как вы считаете, да? Ой. Здесь столько вариантов может быть, что... В общем, ладно, смотрите, на самом деле человек очистился от ситуации, в которой ему приходилось отстаивать себя, бороться за что-то. У него будут какие-то неожиданные перемены, случайности. Он уходит на время подумать. Подумать насчет того, как ему быть дальше в отношениях с людьми. Но на самом деле человек начинает простраивать планы на свое будущее, касаемо его семьи. Он просто остается подумать. Давайте, чтобы вы понимали. Вот эти карты — это то, как сработал ваш ритуал для вас. Вот эти, как сработал ваш ритуал обрата для вашего недоброжелателя. Вы здесь строили очень большие планы. Как достичь своих целей, о которых вы очень долго мечтали. Но понимаете, вы находитесь в такой ситуации, что на вас очень много мороков. И вы думаете, что вы шлете обраты тому, кто их заслужил, а на самом деле это вы в иллюзиях. Вы просто-напросто находитесь в иллюзиях. Ну, то есть под мороками вас проверяют через этого человека. Вы вообще, как для вас это ляжет? Очень нехорошо ваш ритуал для вас ляжет. Можете немножечко так подвыпивать в раздумьях о том, почему же, в общем, вам так грустно и почему ваши планы не осуществляются. При этом вы в ограничениях из-за того, что вы черпаете силу от ваших эмоций, а эмоций у вас нет. Возможно, они наиграны на публику перед кем-то, но их у вас, понимаете, они обнулены. Плюс здесь идет момент, если у вас был роман с каким-то молодым человеком, девочки, то вы строили какие-то грандиозные планы на него, а этот человек не оправдает ваших надежд. А вы слишком зациклились на нем.
Вы через этого человека отрабатываете то, что когда-то кому-то нанесли вред. И магический, и психологический, и душевный, и эмоциональный. Как сработает ваш ритуал с братом? Уж извините, говорю то, что вижу. Здесь меня смотрят определенно. На второй вариант притянулись люди. Ну, раз притянулись, значит, я должна вам это сказать. Значит, кого-то из вас эта информация может задеть, и вы как-то начнете выходить из своих оморочек. Как сработал ваш ритуал с братом? Вы обрат не тому человеку шлете, понимаете? Человек здесь освобождается благодаря вашему ритуалу от ситуаций, в которых ему приходилось обороняться. У человека здесь идет фортуна, у него, получается, шансы идут. Он уходит на определенное время, чтобы простроить планы на будущее, касаемо своей семьи, касаемо каких-то вот планов глобальных, понимаете, глобальных и стабильных. Но тут человека, того, которого вы считаете своим недоброжелателем, давайте сейчас я уточню, на самом деле он не ваш недоброжелатель, у него там будет идти еще момент, где его будут проверять. То есть будут ситуации, в которых его попытаются затянуть к таким личностям в компанию, где, ну, захотят его энергию подожрать. Ну-ка, еще секундочку. Ох, второй вариант. Ёбушки-воробушки. Секундочку. Я поняла. Я поняла. Те, кто услышал то, что им не понравилось, и психанул, ушел. Значит, так нужно было. С помощью таких раскладов, видимо, я буду параллельно проводить чистку на своем канале. Значит так, смотрите, второй вариант. Вам делали магию на подмен судьбы, меняли местами свою и вашу. И поэтому здесь идет сумбур, здесь идет 2 человека и 4 потока доли. И где здесь что ваше, а что вашего недоброжелателя, остается разбирать только вам теперь. Почему, сейчас объясню. Если вы знаете четко, что вы не пьете, вас это вообще никак не интересует, то есть, ну, посидеть в компании, там, ну, я не знаю, давайте скажем так, раз в месяц, для вас это нормально. Значит, вот это все, бухание, самокопание, мороки, оморочки, это все о вашем недоброжелателе. Если вы прекрасно знаете, что вы отсекли из своей жизни людей, которые были токсичны для вас,
значит точно понимаете, что вот это все о вашем недоброжелателе. Если же вы понимаете, что вы находитесь в каких-то отношениях, возможно, любовном треугольнике с каким-то персонажем, жезловым королем, инициативным таким, и вы простраиваете какие-то планы насчет него, так вот знаете, что вы не того коня кормите. Вы считаете, что вы с этим человеком построите светлое будущее, и у вас будет семья, ну так фиг вам. Значит, вот это все о вас. Здесь реально кони-люди. Вот по-другому, блин, не скажешь. Понимаете, здесь идет, я же говорю, 4 потока судьбы на 2 человека. Сумбур, просто сумбур какой-то. Второй вариант. Давайте так. Вот что лично по вам, то, что я ощущаю, это то, что вы задумываетесь о глобальных переменах в своей жизни, дабы простроить какой-то фундамент, какой-то тыл для своей семьи. Какая бы она у вас ни была. Девочки, может, вы вообще там сами с детьми живете, да, и, значит, вы думаете о том, как, допустим, приобрести квартиру. Ну, это как пример, я вам говорю. Может, куда-то переехать. Может, что-то, знаете, вот как-то поменять устрой семьи. И идет очищение от враждующих ситуаций. То есть вам уже не придется отстаивать свое, понимаете? Вы очищаетесь от этого. Короче, второй вариант вообще... Сейчас буду смотреть дальше. Тут идут потери из-за нечестности. Второй вариант. Либо, вот честно, посмотрите этот расклад и признайтесь себе. Если вы были нечестны по отношению к кому-то и вели себя как какашка, то потери у вас как раз из-за того, что вы какашка, а не из-за того, что тот, кого вы обидели, вам что-то делает. Либо же, если у вас были потери финансовые, и вы знаете, что вы поступили по-человечески, то здесь вот этот весь расклад у вашего недоброжелателя, кроме тех моментов, которые я озвучила. Здесь человек, понимаете, здесь подмена. Здесь просто вот как будто голограммы, понимаете? И они меняются местами. Вы с вашим недоброжелателем. То есть второй вариант. Если вы реально знаете, что... Вот сами для себя знаете, что к вам человек искренне относился, а у вас там какая-то зависть и тараканы включились в башке, и вы начали херовертить магией против этого человека... Ох, вы хватанете. Понимаете, вы хлебнете просто по самое не могу. Если же вы понимаете, второй вариант, что, ну, как я и сказала, что вы поступали по-человечески, никому ничего не творили, значит, вот это все о вашем недоброжелателе. И здесь идет тот момент, что хотели подменить вашу судьбу на свою. Посчитали, что у вас лучше, краше, забавнее. Ой, манипулировали, обманывали, в общем, знаете, притворялись друзьями. И здесь идет подмена судьбы, но она
неудачно пошла, понимаете? Что-то там пошло не так. Вообще тяжело. Но здесь какая-то королева мечей ожидает результатов своего ритуала. Блин. Короче, идем дальше. Хочу посмотреть, что будет. Может, я разберусь в итоге. Итак, давайте посмотрим. Поехали. Для вас результат вашего ритуала с братом. Для вашего недоброжелателя. Ну, второй вариант. Так, теперь мне более подробнее стало это все вырисовываться. Да, здесь тупо подмена. Понимаете, чтобы весь негатив из судьбы того человека лег на вас, а все ваши блага перешли ему. Скажем так, недоброжелатель, выебнулся в магии, выебнулся, знаете, с подвыртом так решил это все проделать. Но смотрите, у вас идет, так, ритуалика, которая шла через руны, вообще отлично все сработало, то есть, ну, вы исцелились. Кто с богами работал, тоже очень хорошо. То есть ваша радость остается с вами. А вот у вашего недоброжелателя, смотрите, как интересно. В общем, первое по Таро Светлого Провидца. Смотрите, знаете еще такой момент? Возможно, в ваш ритуал ваш недоброжелатель вклинился, с этими же силами работал или же как-то воздействовал на вас, пока вы работали. Видел вас во время вашей работы. Вот откуда этот долбанный сумбур. Ну что? Что можно сказать по вашему недоброжелателю? Его денежные каналы будут опустошены. Вот он как бы есть, он как бы работает, а там пусто. Понимаете, пусто. Вот как в трубе нет воды. Труба есть, а воды в ней нет. Его защиты все обнулены, вашего недоброжелателя. И к нему пришла какая-то истина в магии, чего он очень испугался, глядя на вас. Он что-то увидел. И он боится вас. Так что второй вариант, Таро Светлого Провидца, показала полностью вашего недоброжелателя. С подменой.
Знаете, здесь человек путать хотел следы, такое что-то там нахеровертил, вот честное слово, просто вот, ну, заблудился в 3 соснах, что ли, решил как бы, ну, вот реально выебнуться, понимаете, и сам, что ли, заплутал в том, что делал. Или слишком многого хотел и где-то допустил ошибки. Что еще вашему недоброжелателю? Выметаются все его сплетни о вас. Это все вылезет наружу. Кто работал с Трикселем, как я советовала перед Самайном, вот это очень хорошо сработало против вашего недоброжелателя. Вы очистились от определенной клеветы. Ох, 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 ох. Да, здесь, конечно, смотрите, защиты, если есть духи-помощники от рода, от богов, здесь это все слетает с вашего недоброжелателя. Здесь человек остается голым, просто голым, энергетически. Вот понимаете, не просто, нет, не голым, не совсем верно. Вот понимаете, материя есть, а внутри нее пусто. Все работает, как и прежде, визуально. Но внутри, как будто, понимаете, нет смысла. Нет наполнения. И получается, что просто пустота. Человек-пустышка внутри. Полностью опустошен. Да, помимо того, что у него забирают его силы, дар исцелять других, он полностью теряет свою уверенность. Это тоже кармически. Человеку нужно понять, что он не... Ну, тут центр Вселенной, вокруг которой вращается и планета Земля, и Солнечная система, и вообще галактика, Млечный Путь, да? Ну, здесь нормально так вдвинут вашего недоброжелателя. Да. Здесь ваш недоброжелатель тоже практик. Практик и, ну, определенный, скажем так, и талант, и силы, и возможности ему были даны, но он не справился с управлением. Вот так вот. И знаете, чувство вины у него же есть. Он понимает, что он виноват. Он вам забор денег делал у вас. Угу. Хотел, чтобы все ваши магические способности к нему перешли, чтобы у него была эта власть, руникой работал, а фиг там, власть в ваших руках. Да, он ритуалы против вас сделал, а у вас душа чистая. И понеслась, понимаете, понеслась. Все это зависть. Ну, короче, ладно, хоть более-менее разобралась, но... Блять, ребят, второй вариант, честное слово, я просто в шоке от того, сколько там наверчено. Фу. Если этот человек еще был в вашем окружении, был вашим знакомым, другом, и вы как бы, ну, искренне к нему относились, боги, я не знаю, с чем это сравнить. Вы считали человеком то, что является, извините меня, помойной ямой, с которой так воняет. Или этот человек в такую яму сам превратился. К 21 марта 2021 года эта ситуация у вас полностью в обноль придет. Еще что-то должно пройти. Еще что-то должны вы узнать.
Еще здесь вам нужно будет побороться. Скажем так. Фу. Даже сказать нечего. Точнее, есть что, но на YouTube это просто блокируют видео. Я бы сказала. Здесь человек хотел, чтобы то, что вы ритуалите для себя, как пошло ему во благо. Как какое-то помешательство, понимаете? С чего он вообще взял, что вы делали что-то себе во благо? Может, вы вообще снимали с себя негатив, и этот негатив на него пошел, как бы, ну... Блядь, что-то там с головой ненормально, вот честное слово. Да его состраданию учат вашего недоброжелателя, блин. В замкнутости будет находиться для того, чтобы осознать, что наделал и почему так получилось. Из-за своей жадности будет наказан. Будут ему намекать на то, что нужно как-то, ну, прощения попросить, исцеляться от этого говна. Потому что тебе тоже потенциал твой дали не просто так, не для того, чтобы ты его прохерил на жадность, на зависть к тем людям, которые к тебе нормально относились. Какое-то еще у него время есть, да, я же говорю, еще время какое-то это, вот знаете, вино игристое да поиграет. Ему будет откровение свыше о том, что... О том, что он получит предательство от кого-то. На него подселенцев накинут. И его лучший вариант развития жизни, судьбы будет украден. Его сила, его связь с родом, его как бы вот эта власть, она будет уворована у него. Вот как. Отлично. Слушайте, второй вариант. Здесь ваш недоброжелатель, точно могу вам сказать, что вклинился в вашу работу. Блять, я не могу это... Ну ты же сам практик. Нахер ты лезешь? Разве тебя кто-то трогал, блядь? Сука, вообще, блядь, никакого-то, знаете, уважения, нет элементарной этики между практиками, да просто из-за уважения к силе, к способностям другого человека. Блядь, на кол таких бы сажала. Его наставник его предупредит о том, что над ним идет высший суд, о том, что его иллюзии все будут падать за то, что он делал. Получит по голове, а делал против вас, потому что у вас есть силы, вы сам пророк, тот, кто меня смотрит. И за то, что ваш недоброжелатель творил против вас, он получает отомщение свыше. И его наказывают. И эти иллюзии с него спадать начнут. Но ох, как больно будут они падать. Все мечты о благополучии в жопу. Из-за своего гребаного колдовства темного.
За то, что хотел вашу волю сломить. За то, что на вас травил других людей и все общество. Ох, ребятки, второй вариант. Не дай вам, Боже, узнать в доподлинности, что этот человек вам на самом деле делал. Ваш путь. Понимаете, все ваши блага, мать его, через кладбище, сука, тащил на себя. Ну вот через это же кладбище и будет выход искать. В том плане, я имею в виду в том плане, что нужно будет этому человеку не коньки отбросить. Нет, это слишком просто для него. Это элементарно. Здесь этот человек должен научиться работать с темными по-чистому. Те, кто меня смотрят, те и кто в теме, те поймут, о чем я говорю. Здесь человека, вашего недоброжелателя, будут учить использовать свой дар абсолютно в другом направлении. Зависимость, болезни, да, тяжело для него это будет проходить. Очень тяжело. Будут его учить очень жестко, да. Угу. В треугольниках будет сидеть, будет партнер изменять. Или, если недоброжелатель ваша женщина, забеременеет, партнер бросит ее с ребенком. Расплата за ее решение что? Она хотела вас закрыть ваш дар, закрыть ваши дороги, вашу удачу, фортуну, счастье, любовь. Я не знаю вообще, блядь, ну, тут конченый человек. Возможно, когда-то у него и было что-то, ну, стоящее, за что ему дали. Дар-то неплохой у него, понимаете? У него очень хорошая связь с темными. Дар классный, потенциал аховский, а мы его похерили, блядь, из-за жадности, из-за зависти. Ох, 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 ох. Ну что ж, ну, я прошу прощения, второй вариант, за эмоциональные мои всплески, но просто здесь, блядь, трэш, жесть, понимаете, здесь жесть. Этот человек, вы его понимаете, да вы больше в этом человеке видели доброты, искренности и уважали его, чем он сам в себе этого видит. Короче, у вас оберег есть от этого негодяя или негодяйки. Это самое главное. Нормальный обрат покатит, нормальный. Вот это все, что по вот этой колоде я увидела, оденется на голову этому человеку, и на его судьбу, и на его жизненный путь. И тяжелая карма у того недоброжелателя вашего. Тяжелая. Дофига чего отрабатывает по родовой схеме. Но у него свой путь, видимо. Вы приняли жесткое решение, конкретное, жесткое, без вот этих, знаете, сюси-пуси, а вдруг там ему будет плохонько, а мне же жалонько его. Тут вы просто отмели все вот эти вот сопли, слезы и понос, извините за выражение, и въебали ритуалом. Молодцы. Поработали хорошо. Наконец-то вы проработали свою жалость.
Так что вот так вот второй вариант у нас получилось с вами. Благодарю вас за просмотр, за то, что вы дослушали до конца и выдержали весь этот бред, прежде чем я разобралась в ситуации. Оставляйте ваши лайки, дизлайки, комментарии, пишите, как у вас проигрывается это все. У кого вообще, кто это за личность, потому что личность в очень близком с вами окружении была. И не один год. Это точно. В общем, что вам пожелать? Добра этого мира, как обычно, и желаю вам, чтобы таких людей больше в вашей жизни, на вашем пути никогда не было. Чтобы возле вас были достойные вас. Итак, а мы переходим к третьему варианту. Зеленые камушки, я вас приветствую. Сегодня смотрим, как ваш ритуал с собратом отразился на ваших недоброжелателях и как сработал для вас. Фух. После второго варианта, после вот этого жесткача, который я через себя пропустила, я вам хочу сказать, что у меня есть великие надежды, что у вас просто все замечательно. Так. Как этот ритуал сработал для вас, смотрим. Ну, вы здесь с темными начали работать. Вас долго от этого закрывали, а высшие силы ждали, когда же вы свои страхи эти преодолеете. Когда же вы начнете уже достойно отпор давать, не стесняясь, так сказать, своих способностей, своего дара, своей силы, ребята. Да, здесь вы уходите в императрицу, которая рьяно отстаивает свои позиции. И срать она хотела, кто что теперь о ней подумает. Еще где-то что-то вы сомневаетесь, что может быть где-то пирова победа. Но смотрите, да на вас мороки были. Ой, елы ты, палы, вот это да. Вас в страхе вгоняли, в депрессуху вгоняли. Хотели, чтобы вы вот свой дар не открыли, не распознали, понимаете? Ух ты, а это ваш дар. А это ваш дар, понимаете, по праву рождения вашего. Да. От рода, от вашего дар. Подклады вам делали, ребят. Ой, чтобы вы разбазаривали себя, свою энергетику, свое время, свою жизнь на недостойных людей, которые вами будут только пользоваться, понимаете? Ну как для вас сработало? Офигенно для вас сработало, я вас поздравляю. Вы много чего в себе открыли. Вы начали противостоять магии, перестали бояться этого. Вы поняли, кто вы есть. И вы к этому долго шли. Да, вы только в начале пути. Вы в начале пути, но... Даже это начало очень обнадеживающее. А делали так, знаете, вот сделали и сидят, падлы ждут, когда же их магия сработает. Угу. А хуху не хохо?
не сработает. Отлично. Тут с семьей что-то было связано. Магия с семьей. Уводили, наверное, мужика, любовницы, либо же мамаши ваших мужей, бывшие ваши свекрови. Да, свекрови ж это считают. Ну да, вроде бы свекрови. Ну, короче, вы поняли, о чем я. Там сестры ваших мужей, тети, всякая вот эта вот ахинея. Работали прям, знаете, так, ух. Как же они вас боятся, вы даже не представляете себе. И из-за этого перекрыли вам ваши магические способности, чтобы вы занимались чем угодно, но только не самопознанием, не саморазвитием. Ладненько, смотрим, чем же ваш ритуал с обраткой пошел, обрат какой вашим недоброжелателям. Ага, у них по семье очень ударит. Возможно, даже, смотрите, либо же развод, но это даже очень хороший вариант. Почему? Потому что здесь человек, который находится, ваш недоброжелатель в браке, он как будто в одиночестве, он сам по себе, понимаете? Семья есть для вида, а он одиночка в этой семье. Там для него пусто. И причем эта семья у него, знаете, у него брак с манипулятором. Там человек, который, ну, неплохо так, знаете, вертит вашего недоброжелателя, вот, вставив пальчик, так сказать, в космический проход. Назову я это так. Плюс по деловым контактам у него, то есть потеря работы. Если была работа по душе, где он мог кем-то управлять, учителя, какие-то, допустим, организации, какую-то должность занимал, выпрут нахрен. Угу. Большие планы строил, да, на что-то, это все валится. Крадники у него, подставы, подлоги. Очень хотел быстро какого-то счастья достичь, что-то получить. А, увы и ах. Не будет этого. Все эти планы накрываются. В общем, на что-то падают и чем-то накрываются. Здесь даже не медным тазом. Еще такой момент... Если ваш недоброжелатель девушка, да, то ее мужа по привороту уводят из семьи тоже. Крадут у нее, в общем, у вашего недоброжелателя все, что только можно. Ресурсы, деньги, статус, работа, семья, взаимоотношения нормальные с детьми, счастье. Какое-то продвижение. Да, там у человека на бабле замес нормальный такой, знаете. И он считает, что он силен, когда у него есть достаток. А не будет этого. Он куда-то двигался, планы простраивал. Может, там кредитов набрал, а тут бац и увольнение с работы. Вот так вот ваш брат пошел вашему недоброжелателю. Третий вариант. А это по суду, это кармический. Ага. Человека учат, что нужно как бы эмоций учиться проявлять к людям, к жизни, вообще ко всему, чем ты занимаешься. Добрее, мать твою, надо быть. Не только о своей шкуре думать. Так, хорошо, смотрим теперь на оракуле теней, что вашему там недоброжелателю еще с братом идет. По его личному высшему я, что как вдолбит брат. Конфликтов, много конфликтов. И привороты, и отвороты, и это все
все у него надолго. И это все кармически. И тут как бы сам род его ведет. Но тут хотят вывести человека, понимаете, чтобы он прошел свой урок и осознал, что он сделал. О. У него там какие-то защиты стояли, но, понимаете, лягли защиты, сдуло их, просто сдуло. Он там еще что-то рыпается, пытается себе какие-то блага, радость наколдовать с помощью магической магии. Чтоб его в обществе любили, знаете, признавали, чтобы радовались при виде этого человека. И смотрите, как тут интересно-то так. Здесь 3 стихии. То есть очень даже так забавно. По 3 стихиям человека просто сгибают. Вы здесь с богами работали, на местах силы через огонь что-то попросили. Ну, а высшие уже там определяют сами, как вашему недоброжелателю устроить эту тайку. И вот земля выпадает. Вы через 4 стихии поработали, молодцы. Ну, вы исцелились, что сказать. Вы исцелились, да. В свою силу вошли. Вы сделали верный выбор. Вы работали с богами, да. И знаете, в работу так с любовью. Вот. Вложились энергетически от души, искренне. Да, вы больше не будете в состоянии жертвы, что касаемо партнерских отношений, семьи, любви. Ну что, с темными поработали, с родовой системой. Хорошо. Я же говорю, преодолели себя. Это по карме вам ситуация. Преодолеть это все. Да, все свои страхи обнулили. Молодцы. Тут тоже хороший вариант, 3. Классно поработали. Ну, все правильно. Ибо нету, ибо заебло. Тоже руникой работали. Угу. Еще раз подтвердили карты о том, что вы свой дар. Вы открыли свой дар. Вы вошли в свою силу. Но хочу вам сказать и похвалить вас, да, преодолеть свои страхи, особенно что касаемо в магии, в принятии собственного дара. Принять, понять, осознать, кто ты, что ты, для чего ты вообще в этом пространстве находишься. Это непросто. Так, смотрим, что там по вашему недоброжелателю. Ну, высший суд, ребят, смотрите, по этой карте и вот высший суд дублируется. Высший суд над вашими недоброжелателями за их предательство, отомщение идет. Договора заключали. Тоже из-за жадности. Удачу вашу на себя перетягивали. Через церковь работали, через христианский эгрегор. Вашу волю ломали. Ну так это же и их ждет.
в магии чему-то там учились. Учились, да, кому-то бегали. Кому-то бегали, подучались. Ну. Ага. А сами подселенцев на себя понацепляли через эту работу. А тот, кому бегали, кто им якобы вот это учение отдавал, а тот их в уплату темным. У него там свои контракты, кого в жертву приносить. Слушайте, вы еще узнаете, эти люди захотят с вами, недоброжелатели эти, связаться и как бы сделать вид, что они покаялись, попросить прощения. А знаете из-за чего? Они узнали, что несмотря на все, вы получили свои дары судьбы и захотят их у вас забрать, ребят. Блядь, тоже отшибленные ребята. Ну, блин, по башке получают. И мало. Знаете, как вот этот мазохисты какие-то, знаете, такие. О, нам дали пиндюлей, а давайте еще. То есть, ну, добавки хотим. Вы откровения получите свыше, вам придет информация, где вас предупредят о том, что вы... ну, что приближается этот человек и с какими умыслами по отношению к вам. То есть и вы тут же поймете, ну, с чем они идут, и заблокируете эту всю ситуацию. То есть вообще даже на связь с ними не выйдете. Да, угу. Вам предки дадут эту информацию. Потому что там очень сильно о вас сплетни разводят, вот эти кости вам обмывают. Они, кстати, узнали, что у вас есть защита магическая, и их это коробит, что они ее пробить не могут. И что у вас новая жизнь, они прямо от зависти, ну, да, у вас новая жизнь, благополучие, понимаете, вы заняли свое место в этом мире, в этом пространстве, во Вселенной, то, что вам было предназначено. И их, короче, ну, выворачивает. А знаете из-за чего? Они себя мнили великими магуйками, а оказывается, что они просто, ну, подножный корм для темных, понимаете? И где вы, а где они? Да у них там замутнение рассудка. Они будут собой жертвовать ради каких-то идей своих. Себя в жертву приносить, но это тот. Они, короче, начнут просить поддержки от ангелов, чтобы те им помогли и сняли с них вот эти вот моменты, где они как закрыты от людей, от общества. Возможно, они там встретить свою вторую половину не могут, или все у них рушится. То есть людей, знаете, как вот изолируют. Высшие силы их просто изолируют от всего и вся. Это приговор за их колдовство, и они получат эти новости либо от кого-то, кому-то обратятся, либо к ним, их же этот ангел-хранитель придет и скажет, ну, ребятушки, начудили, расхлебайте, будьте так любезны. Узники своих же иллюзий эти люди, понимаете? Да, они решили, что они очень много власти имеют, а они, по сути дела, ну, они так никем и не стали, понимаете? Что-то им еще советовать буду. Ну-ка, секундочку. Короче, кому-то обратятся, этот человек будет им якобы обереги делать, защиты, поняли, от лицемерия. А в итоге
А в итоге чужие проблемы, привороты и атаки извне на них от людей полетят. Угу. И в мороках, в иллюзиях, в оморочках будут сидеть, и психика будет плавиться. И надменность будет только еще больше расти внутри, в их сердцах. Их ведут к тому, чтобы, будут всякими способами, всевозможными, выводить к тому, чтобы они научились говорить правду и прекратили лгать всем, вся, и в первую очередь себе. Выводить из иллюзий будут через нищету, за их договора с темными. Все договора их обнуляются. То есть темные их просто начинают, вот расплата идет, темные их начинают просто хавать. Да. За их подлость. И болеть будут. Боги еще на кладбище будут бегать, прощения просить, болезни будут пытаться как-то снять с себя на кладбище. И что за это? Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это их темные там вообще присанут. Боже мой, я же говорю. Слушайте, сегодня все три варианта. У вас какие-то недоброжелатели. Сказать, что это больные люди, это ничего не сказать. Здесь у людей очень... Они сумасшедшие. Это очень мягко выражаясь. Они просто сумасшедшие. Тут и любовные треугольники на физике могут быть, но там я просто вижу, слайдами все это. Здесь темные, им такого отвесят. И это нифига не конфетки с шоколадом. Делают вид, что они такие все намоленные, набожные, духовные. И просят, чтобы их враги были наказаны. А сами бегают и даже вам всякие зависимости на вас цепляют, чтобы вы были зависимы от страхов, может, от алкоголя, от воспоминаний о прошлом, где вам было больно, понимаете? И еще здесь такой момент, да, следите за собой, тут на искушение вам делается. И чтобы вы их еще жалели. Ой. Здесь путь. Ой, мать честная. Здесь, получается, ваши недоброжелатели ступают на путь проклятых, понимаете? Вот про них даже будут люди говорить: о, смотри, проклятый пошел. Вот там, где он, там всякая белиберда случается. И у них, знаете, какое распутье идет? Для некоторых из ваших недоброжелателей либо всю жизнь маяться, либо умереть. То есть многих поставят из них перед этим выбором. Хочешь — умрешь, да, мол, перестанешь типа тут мучаться, но там идут другие процессы, где будут уже терзать душу после смерти. Темные просто, отрабатывать там будут, но они этого не знают. Либо же ты здесь, в физическом, в этом мире остаешься жить, но в
Вся магия, которая вообще существует, темная, будет просто липнуть к твоей заднице, и ты должен будешь научиться выгребать из этого, дабы просто выжить в этом мире. Вот это да. Вот это жесть, да. Ну чё, ну, фух, круто. Хороший такой откат пошел. А брат, извините меня. Это приговор за то, что они влезли в магию, где, собственно говоря, дабы работать с теми силами, в которые влезли ваши недоброжелатели, нужно иметь подготовку, нужно иметь духовность, нужно иметь бешеную проработку себя. И это не то, что ты раз сдал экзамен и пользуешься этими моментами, да, этими силами. Ты здесь, блядь, пахать должен ежедневно над собой. А они вообще, ну, блин, что сказать. Каждый имеет право на выбор. Да? Вот такое вот замечательное действо ждет ваших недоброжелателей. У вас защита от их колдовства стоит, защита хорошая. Да. Ребятки, защита темная. Род ваш стоит, либо же ваши духи-помощники темные. И да, у вас договора с ними. Против этой жадности, причем на кладбище работали вы. Ну, нормально. Свои моменты еще вам проработать нужно будет. Хорошо все. Только смотрите, будьте осторожны. Не повторите тех ошибок, которые сделали ваши недоброжелатели. Если где-то что-то непонятно, обратитесь, найдите человека, который вам поможет в обучении магии. Если где-то что-то, в чем-то сомневаетесь, останавливайтесь, тормозите все процессы в себе, вокруг себя, в пространстве, которое вас окружает, и наблюдайте, дабы найти верные подсказки. Да, смотрите, да, мальчики, девочки, по третьему варианту. Ух ты, ёлы-ты-палы. Возможно, обратитесь к кому-то, кто вас научит магии, как, понимаете, всему, как прорабатывать себя, как работать с энергиями, с магией, с силами, с духами, со светлыми, с темными. И здесь ангел-хранитель к вам от предков придет и вас как приведет к этому человеку, или же этот человек, этот знахарь вас наставит на путь, где вы вот научитесь этому всему, этой работе с предками. То есть, ну, здесь вы при уме. Единственное, что смотрите на недоброжелателей, вспоминайте все, как это у вас проходило с ними, да, их поведение, от чего они отталкивались, какие там вещи ими двигали, да, что они вот в такое говно превратились. И понимаем, да, вот чего вам делать нельзя, глядя на них. Если это ваши кровные родственники, то через детей вам будут намеки какие-то. Следите за детьми, за их поведением, за их физическим состоянием, за здоровьем. Тут у вас еще такой момент, у вас впереди следующий урок, вы должны своих детей, либо же у кого нет детей, значит, это ваше детище, ваше дело, либо то, над чем вы, вот знаете, вот трясетесь очень сильно, вы еще это должны будете научиться защищать и оберегать от вот этих вот нападок.
Так что вот такой вот был третий вариант. Благодарю вас за просмотры. Оставляйте лайки, дизлайки в комментариях. Пишите, пожалуйста, как у вас проигрываются этот вариант. И желаю вам добра этого мира і натхнення для нових свершень на вашем пути. Пока-пока.